Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о значении ощущений в рейки. Я знаю, что у новичков две проблемы вызывают самые большие сложности. Отсутствие ощущений и интерпретация ощущений. Через ощущения в теле рейки разговаривает с нами. Фактически это обратная связь, которую мы можем получить как от энергии, которая подсказывает, что делать, так и от тела, которое говорит, правильно мы делаем или нет. Что означают ощущения, должен был рассказать вам ваш мастер рейки. И я не устану повторять. Учитесь рейки. Если не научил один мастер, найдите другого, который научит. И в общем сейчас я сделаю то, что должен был сделать ваш учитель. Расскажу, что означают позиции. Запомните, что у вас должны быть ощущения на каждой позиции. Позиций без ощущений не бывает. Отсутствие ощущений не говорит о том, что энергия не нужна, а говорит о том, что тело заблокировано настолько, что вы ничего не чувствуете. Поэтому задача номер один, которая у вас должна быть после начала практики рейки, сделать так, чтобы вы чувствовали энергию на каждой позиции. И двигайтесь к этой цели в первую очередь. Как только вы почувствуете энергию в каждой клетке тела, мы можем быть уверены в том, что энергия проходит вас и наполняет. Второе. Важнее ощущение не в руках, а в теле. Я знаю, что очень многие ученики, начинающие, уделяют внимание ощущениям в руках, потому что и действительно это первый знак того, что у вас есть посвящение. Но на самом деле для вашего исцеления нужно, чтобы энергия попала в тело. Хоть у вас будут 100 раз горячие руки, хоть вокруг вас там будут какие-то потоки энергии, это не имеет никакого значения, если ощущений нет в теле. Потому что исцелять вы будете то, что находится у вас под кожей. Вон там они и должны возникнуть. Поэтому сейчас я объясню, что означает ощущение в руках, что означает ощущение в теле. Есть еще такой интересный момент, как ощущение в других частях тела от позиций. Но пока этого вопроса мы касаться не будем. Итак, чтобы вам было удобнее, вы можете сейчас взять лист бумаги и разлинеять таблицу. В первом столбце у вас будут ощущения, во втором столбце их интерпретация в руках, и в третьем столбце их объяснение в теле. Первое ощущение – жар. Жар в руках означает, что позиция, на которой вы держите руки, нуждается в энергии. И продолжать держать руки нужно до тех пор, пока жар не перейдет в тепло. Ощущение жара в теле говорит о том, что там есть какое-то воспаление, и тело очень нуждается в энергии и напитывается. Тепло. Ощущение тепла в руках говорит о том, что позиция, на которой вы держите руки, открыта, она принимает энергию, и она более или менее здорова, просто ей нужна энергия. Ощущение тепла в теле на позиции означает, что сейчас тело принимает энергию, оно напитывается. По большому счету руки нужно продолжать держать до тех пор, пока эти ощущения начнут сходить на нет. Холод. Ощущение холода в руках означает, что из ваших рук идет сейчас инская энергия, и вашему телу нужна именно такая энергия. Это фактически энергия Земли. Ощущение холода в теле говорит о том, что там есть блок, и скорее всего это блок страха. Ощущение боли. Боль в руках означает, что позиция, на которой вы держите руки, не принимает энергию, поэтому ваши руки начинают болеть, или позиция, на которой вы держите руки, содержит скрытую боль, и вы ее сейчас ощущаете в руках. Боль в теле означает, что там скопился избыток энергии, который не может найти выход. Боль – это всегда избыток энергии. И ваша задача сейчас выпустить этот избыток энергии или найти место, которое заблокировано и вызывает вот это формирование избытка в той части тела, где вы сейчас ощущаете боль. Покалывание означает, что либо у вас открываются мелкие меридианы в руках, либо позиция, на которой вы держите руки, имеет скрытую боль. Покалывание в теле означает, что у вас открываются мелкие меридианы. Мурашки. Мурашки в руках также означают, что тело расслабляется, эфирное тело очищается, и это хороший знак движения энергии. Мурашки в теле имеют то же самое объяснение. У вас начинается движение энергии,
долго стоявшая или затвердевшая энергия начинает размякать, и вы ощущаете мурашки. Давление и распирание. Давление и распирание в руках означает, что поток энергии больше, чем способны пропустить ваши меридианы или принимает тело. Если у вас начинает распирать руку, означает, что энергия, приходящая в руку, больше, чем способна принять тело. Это знак, косвенный знак напряжения в теле. Распирание в теле говорит о том, что проходящий поток энергии больше диаметра меридианов, и это такое ощущение, которое многими интерпретируется как хороший знак. Да, это знак того, что поток усилился, но также распирание – это всегда верный знак того, что ваше тело все-таки напряжено, и оно пропускает энергии меньше. Так что распирает обычно новичков, и если у вас долгое время это ощущение сохраняется, и вы всегда его интерпретируете как силу потока, идущего на вас, то это скорее интерпретация справедливо для начинающих, а для опытных означает, что вы до сих пор напряжены настолько, что энергия просто с таким усилием проходит через вас. Жар в лице. Если вас во время практики бросает в жар, это говорит о том, что сейчас какая-то энергия освобождается и какой-то блок сейчас раскрылся. Если во время практики щеки и уши наливаются кровью, это говорит о том, что энергия не проходит через вашу диафрагму и идет вверх к голове. Это плохой знак. Если во время практики вы ощущаете озноб, это говорит о том, что очищается ваше эфирное тело. Знак хороший, он говорит о том, что вначале ваше эфирное тело было грязным, это как бы нехорошо, но теперь оно очищается, и это хорошо. Такой озноб нужно просто переждать, вы не согреетесь. Вздутие живота говорит о том, что у вас напряжены ноги, и энергия не может через них уйти, поэтому сейчас вас распирает живот. Интерпретация ощущений достаточно субъективна, потому что каждый из нас имеет свои особенности. Но в общем для большинства из нас это звучит именно так. Прислушивайтесь к ощущениям и понимайте язык, через который рейки разговаривает с вами. Дальше это вам поможет в целительстве, потому что подобные ощущения будут у вас и в целительстве. Когда вы научитесь распознавать эти сигналы, когда вы научитесь их правильно интерпретировать, а сейчас я вам дал общую канву, дальше вам это нужно все сопоставить со своими ощущениями, вы сможете грамотнее проводить сеансы, как для себя, так и для других. И не забывайте, что если у вас возникает боль во время практики и боль нарастает, нужно останавливаться. Если у вас поднимается давление, вы практикуете неправильно и нужно останавливаться. Во время практики могут возникать неприятные ощущения. Это нормально, потому что тело очищается. Но неприятные ощущения должны уменьшаться и заканчиваться к концу практики и через полчаса после окончания практики. В остальных случаях вы что-то делаете не так. Обострение, боли, дискомфорт – это не знак того, что вы очищаетесь и занимаетесь правильно. Это знак того, что вы делаете что-то не так, и тело кричит, что нужно остановиться. Занимайтесь, пожалуйста, правильно. Обострений быть не должно. Приятных ощущений и отличных результатов. До следующего раза. Пока.